Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. В этом видео я покажу, как сделать омолаживающую обрезку старого дерева абрикосы. У меня есть такое дерево, ему уже около 30 лет. Оно очень загущено. Плоды начали измельчать, а внутренние ветки пропадать. Нападают всякие болезни, необходимо сделать омолаживающую обрезку. Обрезку необходимо проводить до начала сокодвижения. У нас это март-апрель месяц. Так как дерево большое, то для облегчения и ускорения обрезки я воспользуюсь электроцепной пилой. А для мелких веток нам понадобится обычный острый секатор. В первую очередь необходимо удалить все подмерзшие и отмершие ветки, на которых будут развиваться всевозможные болезни и вредители. Вот пример одной из испорченных веток. Кора ее повреждена вредителями и необходимо срочно ее удалить. Срез необходимо делать строго по месту ее отсыхания, не оставляя пенька. Также необходимо удалить все ветви, которые свисают вниз, и на них не поступает достаточное количество света. Большая часть дерева поражена, левая ветка начала трескаться, на ней много бактерий и болячек, поэтому эту всю часть мы просто-напросто удаляем. При таком срезе пеньков желательно не оставлять, поэтому я срежу строго по кроне дерева. Этот срез получился большим, поэтому необходимо будет его закрасить с помощью обычной краски или же пройдемся садовым варом. Теперь обрезаем все ветки, которые уходят вертикально вверх и в сторону соседа. Вот эта ветка стала более компактной и уже не идет на территорию к соседу. И из нее пойдет новый молодняк. После этого убираем эту ветку, которая идет вниз. Обрезаем все ветви, идущие внутрь кроны. У меня эти ветки уже старые и необходимо их удалить. И обрезаем те ветки, которые идут высоко вверх. На них невозможно собрать урожай, и они очень загущены. Также необходимо удалить ветки, которые пересекаются между собой. Это случай, если у вас рядом растет соседнее дерево, или же ветки самого дерева идут на пересечение. И удаляем загущенные ветки с другой стороны. Все ветки, которые срезаны, необходимо стянуть с дерева, потому что
на них могут развиваться всевозможные вредители и болезни. Осталось обрезать последнюю верхнюю часть, и обрезка будет закончена. Вот омолаживающая обрезка абрикосы закончена. Внизу я оставил ветки для плодоношения в этом году. Они дадут хороший урожай, и его будет легко достать. А вверху, в местах среза, появятся новые молодые ветки, которые дадут уже плоды, и их будет легко доставать. Спиленные ветки необходимо будет порубить и сжечь, для того, чтобы не распространялись всевозможные болезни и вредители. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как сделать омолаживающую обрезку для старого дерева абрикос. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!